Приветствую всех, с вами Валентина Лыкина. В этом видео мы продолжаем вязать многоцветную сумочку под названием Валентина. Хочу заметить, что сейчас такие сумки на пике популярности, и я думаю, эта модная тенденция сохранится еще не один сезон. Ну а для нас это повод ликвидировать остатки пряжи от предыдущих проектов и получить модную сумку своими руками. Данный мастер-класс состоит из двух частей. Первая часть уже ждет вас на моем канале. Там находится вся техническая часть, расход материалов, а также параметры донышка, которые необходимо подготовить для данной модели сумки. Ссылку на первую часть мастер-класса я для вас оставила в описании под этим видео. Переходите по ссылочке, ознакомьтесь с информацией и только после этого возвращайтесь ко второй части. Данное видео посвящено второй части мастер-класса, и здесь мы будем формировать корпус сумочки. Я подробно покажу и расскажу, как читать схемы. Наглядно с использованием схемы мы будем вместе формировать первый, второй и третий ряд, последний ряд плюс обвязка. Будьте включены в работу, проверяйте каждый ряд и вникайте, как правильно менять нити, что с ними делать. Об этом всем я тоже буду подробно рассказывать. Конечно, если вы супер новичок и только взяли в руки крючок, как это интересно прозвучало, то я рекомендую для начала изучить простые модели. Это все-таки я бы даже отнесла к сложным. Но если вы вникнете в работу, будете выделять время на один ряд и полностью его провязывать, не отвлекаясь, все у вас получится. Давайте приступим к вязанию. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию корпуса сумки. К этому моменту у вас уже должно быть готово овальное донышко и нанесена разметка его центров, а также смотана пряжа в клубочки и расставлена в той последовательности, как у вас располагаются цвета на схеме. Так будет удобнее вязать. В моем овале 48 петель. А это значит, что в каждом ряду я буду провязывать по 48 столбиков. В данном случае 24 петли с лицевой стороны. И повторять то же самое с изнаночной стороны, там, где располагаются оставшиеся 24 петли. 24 и 24 получается 48. Именно на 24 петли я составила схему. И сейчас расскажу, как с ней работать. Данная схема состоит из клеточек. Каждая клеточка соответствует одной петле, то есть столбику без накида. Есть здесь белая черта, она выделяет фрагмент из 24 петель, что соответствует лицевой либо изнаночной стороне. И начинаем мы вязать справа и направляемся влево. Также мы читаем эту схему справа налево. Помните об этом. Поэтому, когда будете переносить схему в вязание, двигайтесь в таком направлении. Одна клеточка у меня здесь такого серенького цвета. Некорректно цвета отображаются, поэтому буду говорить то, что вижу на экране фотоаппарата. Здесь у меня серая клеточка. Она соответствует центру. И здесь в конце ряда тоже серая клеточка. Она тоже соответствует центру на закруглениях. Смотрим. Те, что я сейчас обозначала клеточки, это вот эти маркеры на закруглениях. Сейчас покажу,
вот эти маркеры, они тоже располагаются по центру данной схемы, и центр располагается в этой области. Вот эти серые клеточки – это 24 петли. Вот эта клеточка, и когда мы провяжем с изнаночной стороны, такая же клеточка, это тоже будут 24 петли, центры. Читаем мы схему, уже повторюсь, справа налево, и когда мы начинаем с маркера, то есть вот с этой серой клеточки, провязывая один столбик без накида. Далее переключаемся, здесь у меня такой сливовый оттенок, вот она первая клеточка и вторая, значит мне нужно провязать 2 столбика без накида, после переключиться на следующий цвет. Здесь у меня тоже 2 клеточки, значит 2 столбика без накида я должна провязать. Приступаем к вязанию первого ряда. На всем его протяжении мы будем каждый раз вводить новый оттенок пряжи. И сейчас сразу расскажу 3 варианта, как можно прятать ниточку. Первый вариант. Мы оставляем хвостик около 5 сантиметров, провязываем столбик и в дальнейшем ввязываем этот хвостик в полотно. Второй способ. Мы делаем вот такую петлю и хвостик пришиваем к изнаночной стороне, то есть вот эта часть будет у вас внутри. И мы пришиваем ниточкой хвостик к рабочей нити, чтобы получить вот такую петлю. И третий вариант, мы складываем в такую петельку, обрабатываем огнем, и как только подплавилась ниточка, прижимаем ее к рабочей нити. И тоже вот такая петелька получается. Я выбрала именно этот способ, мне он удобнее. Приступаем к вязанию подъемного столбика. Он располагается в той точке, где зафиксирован маркер, выделяющий центр закругления овала. Сейчас на вашем экране появилась схема первого ряда распределения цветов. И в той точке, где мы будем сейчас провязывать подъемный столбик, загорелась красная точка. Выбираем тот оттенок, который соответствует схеме и той точке, в которой мы сейчас будем формировать подъемный столбик. Маркер убираем и ввожу крючок в центр петли за одну ниточку. Когда переворачиваем, у нас здесь еще располагается и дужка. Это задняя стенка от столбика. Таким образом, я захватила 2 нити и на протяжении всего этого ряда буду подхватывать эти ниточки. Выбираю тот цвет, подхватываю его и протягиваю через основание. И каждый раз, прежде чем довязать столбик, либо подъемный столбик, как в моем случае сейчас, нам необходимо посмотреть на следующую петлю ряда, то есть на следующий столбик, который будем формировать. Если он другого оттенка, то вот этот столбик, который вы сейчас вяжете, должны провязать вот этим цветом, который располагается далее. В моем случае это сливовый оттенок далее, поэтому его я беру и довязываю этот подъемный столбик. Сейчас, когда я довяжу следующую петлю, я расскажу все детально, почему я так делаю. Итак, сейчас на вашем экране загорелась вторая красная точка, что соответствует второй петле. Мы находим следующую петлю основания, вводим крючок в центр захватом одной нити и подхватываем дужку. Захватываем рабочую нить и вытягиваем. Далее опять смотрим на следующую петлю и обращаемся обязательно к схеме. Там у нас располагается такой же оттенок сливового цвета, поэтому этот столбик я довязываю этим же цветом. Захватываю рабочую нить и довязываю этот столбик. И сразу объясняю, почему я сейчас подъемный столбик довязывала другим оттенком. Обязательно рассмотрите, как выглядит столбик без накида. У нас идет вот такая петля, и сверху
такая шапочка, я ее так бы назвала. И вот эта конструкция, она должна быть одного цвета. Если бы я довязала вот этим оттенком, то у меня здесь был бы сливовый оттенок, а здесь была бы шапочка другого цвета, что не соответствует единому столбику. Переключаемся на третью петлю первого ряда. И сейчас на экране загорелась третья красная точка. Соответственно, я здесь должна провязать сливового цвета столбик, но не довязывать его. Я ввожу крючок в основание, под 2 ниточки, захватываю рабочую нить и вытягиваю. Смотрю на следующую петлю первого ряда. Она у меня уже другого оттенка по схеме, поэтому я беру уже следующий оттенок, который у меня здесь присутствует. Это цвет Rose. И его уже захватывая, провязываю третий столбик первого ряда. Вяжем следующую петлю первого ряда. На экране на схеме уже появилась красная точка, там, где я сейчас провязываю столбик в цвете Rose. Следом у нас располагается еще один столбик в цвете Rose, но следом у нас идет переход. Поэтому я захватываю рабочую нить, вытягиваю и смотрю, какого цвета у меня следующая клеточка, следующая петля. И она соответствует оттенку имбирь. Его я подхватываю и довязываю уже этот столбик. Вяжем следующую точку основания. Соответствует красная точка тому месту, где я сейчас вяжу. Я ввожу крючок в основание и провязываю первый столбик в цвете имбирь. Далее смотрю, у меня еще один столбик в цвете имбирь, но я захватываю рабочую нить, вытягиваю и обязательно смотрю, какого оттенка у меня следующая петля, и она соответствует цвету бордо. Я подхватываю этот оттенок и довязываю уже этот столбик, выполнив переход. По такому принципу вы вяжете на протяжении всего этого раппорта, состоящего из 24 петель. Вяжете самостоятельно, а вот эти ниточки, которые у нас остаются после провязывания, они так у нас здесь и должны располагаться. Ничего с ними делать пока что не нужно. Когда вы довяжете до маркера, которым выделяли центр на прямых сторонах овала, тоже обязательно сверьтесь. Это вторая петля данного цвета. Здесь их всего 3. Когда вы провязали все 24 петли, мы переходим на формирование второго раппорта из 24 петель. И он начинается с той точки, где располагается маркер, которым выделяли центр закругления. Здесь мы вытягиваем уже ниточку такого же цвета, как и в области, где формировали подъемный столбик. Сейчас поясню, что это значит. Здесь мы начинали перед белой линией, вот она располагается. Она отделяет вот эти 24 петли раппорта. Мы здесь начали вот с такого серенького квадрата, провязали все цвета и завершаем тоже сереньким квадратом, но с него мы переключаемся обратно в начало вот этого фрагмента из 24 петель и проходим такой же путь. То есть сейчас там, где у нас располагается маркер, мы начинаем опять вот с этого серого квадратика, переходим на сливовый цвет и так далее, пока не дойдем до вот этих сливовых оттенков. Как выполнить переход в данной области? Мы вытягиваем ниточку. Здесь у нас на крючке такого же цвета оттенок, вытянутая нить. И для того, чтобы завершить, мы смотрим на следующий квадратик. И в данном случае здесь начинается вот этот сливовый оттенок. Мы подхватываем ниточку данного цвета и
довязываем уже этот столбик. После мы переключаемся на схему, и далее у нас все как обычно. То же самое, что и формировали в самом начале этого ряда. Сейчас у меня провязано в овале 47 столбиков без накида, и остается выполнить последний 48 столбик. Сливового цвета провязан 47 и будет провязан 48. И здесь обратимся еще раз к нашей схеме более детально. Мы вязали справа налево, и сейчас я уже в конце вот этих 24 петель, где располагаются 2 сливовых квадратика. После у нас уже другой цвет располагается. Сравниваем в этой области. Также, когда я довяжу, следующий одиночный будет другого цвета. И для того, чтобы выполнить последний 48 столбик, мы вводим крючок, захватываем рабочую нить сливового цвета и вытягиваем. Далее всегда смотрим на следующий столбик, независимо от того, закрываете ряд или вяжете полотно. В данном случае у меня сформирован столбик другого цвета. И у этого столбика нету вот этой верхней шляпки. Ее необходимо сформировать за счет закрытия ряда. Поэтому для того, чтобы довязать последний столбик, мы уже подхватываем ниточку от первого столбика, захватываем ее и провязываем последний 48 столбик. На данном этапе фиксируем маркер на первый столбик этого ряда. Следующее, что необходимо обязательно выполнить, это сверить первый ряд с вашей схемой для того, чтобы исключить ошибки. Подготовить клубочек пряжи, который ведет к петле на крючке. Мы переходим к закрытию ряда и делаем это следующим образом. Петлю на крючке вытягиваем до того размера, чтобы в эту петлю прошел клубочек. Вводим крючок между первым и вторым столбиком под верхнюю петлю за 2 ниточки. Вот таким образом. Протягиваем петлю, которую вытягивали, через основание. И теперь берем клубок и протягиваем его через эту петлю. Тянем за рабочую ниточку, и эта петля затягивается. Выравниваем ее до такого же размера, как и все верхние петли этого ряда. Вяжем второй ряд. Подъемный столбик второго ряда вяжется четко над подъемным столбиком первого ряда, то есть там, где сейчас зафиксирован маркер. Обратимся к нашей схеме и более детально рассмотрим и на ней. Как вы помните, мы начинали вязать с квадратика, который располагается перед белой чертой. Вот он, этот квадратик, и здесь сейчас зафиксирован маркер. Когда мы поднимаемся на второй ряд, мы переключаемся на квадратик, который располагается выше, и он тоже располагается перед белой чертой. Поэтому посмотрели этот момент, здесь такой же оттенок, и следующий тоже такой же цвет. Поэтому 2 квадратика здесь мы провязываем цветом, который располагается у нас и в первом ряду на подъемном столбике. Вводим крючок в центр столбика, там, где зафиксирован маркер. По обе стороны здесь должны быть ниточки. С изнанки должно выглядеть вот так, тоже по обе стороны ниточки. Здесь у меня закрытие ряда располагается, и я подхватываю ниточку и вывожу ее на лицевую сторону, поднимаясь вверх. Провязываю подъемный столбик. Позже переставим сюда маркер. Сейчас на вашем экране появилась схема второго ряда и загорелась красная точка, обозначающая петлю, которую мы сейчас провязали. Это первый подъемный столбик. Далее мы следуем схеме, выполняя столбики без накида в раскол и вяжем по такому же принципу, как и в первом ряду, подхватывая пряжу, которая располагается в первом ряду. Вот они, эти ниточки, вот их мы будем и подхватывать на второй ряд. Что мы делаем? Мы переключаемся на следующий столбик основания, вводим крючок в
центр этого столбика. По обе стороны от крючка должны быть ниточки. И с изнанки то же самое. По обе стороны ниточки, сверху дужка. Мы подхватываем ниточку такого же цвета, как и в предыдущий раз, так как у нас во втором ряду вторая петля соответствует этому цвету, и довязать необходимо будет уже другим, так как следующий столбик будет провязан другим цветом. То есть третья петля второго ряда будет уже другого оттенка. Поэтому довязать необходимо этот столбик, подхватив ниточку от первого ряда, того цвета, который располагается ниже. Вот он. Захватываем и довязываем вторую петлю. Так мы выполнили переход цвета. Далее на экране у вас появилась вторая красная точка, что соответствует второй петле второго ряда. Вяжем третью и четвертую петлю второго ряда сливовым оттенком. Вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем третью петлю второго ряда. Далее переключаемся на следующий столбик, вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, и на данном этапе нам необходимо перейти на другой оттенок, так как по схеме пятая петля второго ряда будет совершенно другого цвета. Мы переворачиваем, смотрим, здесь у нас ниточка от первого ряда того цвета, который нам сейчас нужно провязать. Мы ее захватываем и довязываем этот столбик. Как вы уже заметили, то у нас сейчас идет смещение к центру, что соответствует нашей схеме. Здесь все линии от боковых частей стремятся вверх к центру. Мы продолжаем вязать по схеме, по такому же принципу, как и в первом ряду, чередуя оттенки до центра. То же самое делается. Мы провязываем первый столбик цветом, который сейчас подхватывали для провязывания предыдущего столбика, а далее мы не довязываем столбик этого оттенка, а подхватываем ниточку от первого ряда. Так мы довязываем до той точки, где у нас находится центр. В этой области у меня во втором ряду всего лишь один квадратик такого же цвета, как и 3 в первом ряду. Поэтому мы сейчас в красном вот здесь оттенке подхватываем следующий цвет, что я уже сделала. Далее мне необходимо ввести крючок в центральную часть этого фрагмента, подхватить рабочую нить, вытянуть ее и уже довязываю красным оттенком, который располагается вот на этих двух точках, что соответствует схеме. Для этого я беру вот эту ниточку, которая у меня здесь в первом ряду располагается, подхватываю ее и протягиваю через все петли. Так я сформировала центральный столбик. И смотрю, здесь я уже его сформировала, следующим у меня идет красных 2. Поэтому я провязываю в следующую точку полноценный столбик красного цвета, а далее у меня уже с захватом ниточки, которая располагается далее. Здесь уже идет смещение немножко другим способом. Если здесь вот эти линии стремились к центру, то здесь они наоборот располагаются под другим углом. Для этого мы просто следуем схеме и подхватываем ниточки соответствующим способом, как вязали в первом ряду. То есть провязали здесь 2, и на втором мы уже захватываем ниточку другого оттенка. Провязываем первый столбик, затем начинаем формировать второй и довязываем тем цветом, который располагается далее. Что еще хочется здесь добавить? Когда мы вводим крючок в центр столбика, переворачиваем, вот эта ниточка, которую тянули, она должна располагаться над крючком. Это происходит автоматически, и когда мы провязываем столбик без накида, эта ниточка
Также произвольно и ввязывается. В том случае, если она у вас оказывается под крючком, лучше ее переместить, так как я показала ранее, для того, чтобы не образовывались в этой области протяжки. Когда мы довязали до центра закруглений, опять переходим к нашей схеме и смотрим следующее. Здесь мы переключаемся опять на вот эту точку перед белой линией, так как во втором ряду мы здесь вот 2 сливовых, потом 2 серых квадратика. И получается, когда мы второй провязываем по центру, мы переключаемся на эту точку. И опять повторяем все то же самое, что и предыдущие 24 петли. Сейчас я провязываю центр и переключаюсь далее. Мне необходимо, не довязывая третий столбик этого цвета, подхватить уже оттенок с первого ряда. И продолжаем вязание. Когда мы довязали до конца, 47 столбик, это у нас второй столбик сливового цвета, его мы довязываем тем оттенком, который у нас располагается далее. Тот столбик, который мы здесь должны сформировать, он будет таким же оттенком, как и первые два, которые мы провязывали в этом ряду. Детально обратимся к нашей схеме. Сейчас мы находимся вот в этом месте, там где 2 сливовых, далее другой оттенок располагается, и мы опять переключаемся на начало нашей схемы. Вот он, 47, далее 48, и мы попадаем уже на центр, там где начинается следующий ряд. Здесь у нас как раз вот эта линия, то есть вот этот столбик, последний 48, мы сейчас будем провязывать, и он должен быть такого же оттенка, как и первые два этого ряда. Находим ниточку и довязываем 47, а затем в следующую точку формируем 48. Переставляем маркер с первого ряда на подъемный столбик второго ряда и переходим к закрытию ряда. Делается это точно так же, как и в первом ряду. Мы вытягиваем рабочую петлю на крючке, вынимаем его и вводим между первым и вторым столбиком под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек. Вот так это должно выглядеть. Подхватываем вытянутую петлю и протягиваем через основание. Далее мы находим тот клубочек, который у нас относится к этой ниточке, к этой петле, и протягиваем его через петлю. Тянем рабочую нить, и эта петля затягивается. Хорошо здесь все поправляем и выравниваем, для того, чтобы петля, которой мы закрывали этот ряд, выглядела точно так же, и размер ее был такой же, как и все остальные в провязанных столбиках. Вяжем третий ряд, и здесь мы будем включать новый цвет. Опять детально обращаемся к нашей схеме. Сейчас мы находимся на втором ряду, и когда мы переключаемся на третий, здесь уже новый оттенок. Мы подготавливаем, естественно, эти клубочки и начинаем с провязывания вот этого столбика. Все точно так же, как и в первом и во втором ряду, этот столбик располагается перед белой вот этой линией. У нас здесь формируется всего лишь один столбик. Далее мы переключаемся на тот цвет, который у нас вот здесь провязывался. Берем новый цвет, вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда, там где зафиксирован сейчас маркер, там где у нас центр, мы подхватываем ниточку нового оттенка и протягиваем через основание. Сейчас на вашем экране появилась рабочая схема третьего ряда и появилась красная точка в той области, где мы сейчас находимся. Так как у нас вот этот столбик будет одиночный в этом ряду такого цвета, мы обязательно смотрим на следующий и какой оттенок там располагается. На схеме у нас будет вот этот цвет, поэтому довязать данный столбик нам необходимо будет таким оттенком. Я нахожу этот цвет и довязываю подъемный столбик. Он уже готов, и мы переходим на формирование всех последующих.
Далее у нас загорелась красная точка на второй петле данного ряда, и она провязывается таким же цветом. Эта петля. Мы формируем столбик без накида, вяжем третью петлю третьего ряда. Она формируется таким же оттенком, но мы ее, как обычно, не довязываем, вытягиваем петлю из основания и уже переходим на следующий оттенок, так как у нас этого цвета здесь всего будет 2 столбика. Так же, как и во всех последующих случаях. Каждый раз мы провязываем по 2, и на втором будем менять оттенок для того, чтобы довязать столбик. Довязав до центрального столбика кофейного оттенка, мы обратимся к нашей схеме. Во втором ряду вот он, этот столбик, и сверху в третьем ряду над ним провязывается 3 столбика красного оттенка. И для того, чтобы нам ликвидировать рабочую нить от этого цвета, нам необходимо ввязать его в третьем ряду. Перед этим мы обрезаем ниточку, не оставляйте слишком много, вводим крючок под крайнюю ниточку от петли, подхватываем обрезанный хвостик, вытягиваем наверх. Затем то же самое делаем и с следующей петлей. Также эту ниточку будто бы ввязываем. Затем мы обрезаем покороче, обрабатываем срез огнем, и как только ниточки подплавятся, мы прижимаем к полотну для того, чтобы этот хвостик приклеился к петле, которая здесь располагается. Вот таким образом у меня все получилось. Следующее, что нам необходимо сделать, это найти красную ниточку такого же оттенка, как и мы сейчас вяжем, и с ней сделать то же самое. Почему? Объясняю на схеме. Когда мы начинали вязать в первом ряду, у нас здесь была ниточка введена красного цвета, затем у нас шел кофейный, и опять в этой области мы вводили нить красного оттенка. Когда мы вяжем вот эти 3 столбика, мы используем ниточку с этой части, с этой области, а нить от этого фрагмента, она остается, но она нам не нужна в дальнейшем, поэтому в этом ряду, в третьем, нам необходимо ликвидировать и вот эту ниточку. После мы продолжаем формирование столбиков красного оттенка в количестве 3 штук. Первый я провязала, сейчас выполнила второй столбик, и на третьем выполню переход на следующий оттенок. Вытянула ниточку, нашла следующий цвет, подхватываю и довязываю этот столбик. Здесь я формирую все столбики согласно схеме и довязываю до закругления. Довязав до центрального столбика на закругление, мы сейчас прошли практически весь путь, состоящий из 24 петель нашей схемы. Что мы делаем по центру? Мы вводим новый цвет, так же как и с противоположной стороны. Вернемся к нашей схеме и здесь тоже более детально рассмотрим. Сейчас я провязала в третьем ряду 2 сливовых столбика, далее у меня идет на схеме 2 серых и цвет фарфор 1 столбик. Это у нас в этой области центр, поэтому после того, как мы провяжем этот столбик, мы оказываемся вот в этой области перед белой линией. И продолжаем уже, следуя схеме третьего ряда в этой области. Сейчас на вашем экране появилась схема третьего ряда и загорелась красная точка там, где мы сейчас располагаемся. Мне в следующую точку основания необходимо провязать столбик такого же оттенка. Я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю. И на данном этапе мне нужно вводить, уже начинать новый оттенок, так как следующий столбик, он центральный, и здесь у меня будет уже столбик нового оттенка. Я захватываю петельку и довязываю столбик уже новым цветом. Далее ввожу крючок в центральный столбик, вытягиваю рабочую нить и
здесь будьте внимательны, так как нам необходимо перейти на такой же оттенок. По схеме сейчас уже загорелась красная точка, где мы сейчас находимся. И так как у нас следующий столбик должен быть другого цвета, нам необходимо подхватить такой же оттенок. Но у нас здесь нету шнура этого цвета, потому что по схеме, вернемся опять к ней, мы вводили в этой области только одну ниточку. Поэтому нам необходимо сейчас ввести еще раз этот цвет, потому что в этой области у нас была одна нить, она уйдет в эту сторону, и когда мы введем вторую, она пойдет в эту сторону. Такая вот развилка получается, и поэтому необходимо вводить еще раз этот же оттенок. Берем уже подготовленную пряжу, захватываем ниточку и довязываем центральный столбик. Таким образом мы уже получили нить, которой будем сейчас формировать следующие два столбика. Мы вводим крючок далее, в следующий центр столбика предыдущего ряда формируем столбик, а на следующем мы уже не довязываем и вводим новый цвет, который у нас остался от предыдущего ряда. Далее формируем этот ряд согласно схеме. Согласно схеме третьего ряда в конце мне необходимо сформировать 2 столбика сливового цвета и 2 столбика такого серо-зеленого. И после у меня вот здесь первый столбик сформирован новым оттенком, который мы вводили в самом начале этого ряда. И мы делаем все то же самое, что и на противоположной стороне. Мы добавляем шнур нужного нам оттенка, довязывая второй столбик сливового цвета, уже включая шнур. Довязываем. После мы переключаемся на 2 столбика. Первый мы просто провязываем, а второй мы вводим крючок в основание, захватываем рабочую нить, вытягиваем и так же, как и в первом и втором ряду, смотрим на первый столбик. Он у нас другого оттенка. Здесь шапочка верхняя этого столбика должна быть такого же цвета, поэтому последний столбик я должна довязать с захватом ниточки того цвета, который у меня участвует в формировании первого столбика. Я захватываю эту ниточку и провязываю последний столбик. Далее делаю все то же самое, что и во всех предыдущих рядах. Вытягиваю нить, ввожу крючок между первым и вторым столбиком, подхватываю эту ниточку, протягиваю полностью. Беру моточек, который у меня ведет к этой петле, продеваю через нее, тяну за рабочую нить, и эта петелька затягивается. Формирую ее и корректирую до того размера, как и все остальные петли. Третий ряд готов, и все последующие ряды вы вяжете уже самостоятельно с учетом схемы, которая сейчас на вашем экране. Вы можете сделать скрин, но помните, при распространении данной схемы в соцсетях у меня к вам просьба указывать меня как автора данной схемы. Данная схема состоит всего из 20 рядов. Вам необходимо будет самостоятельно провязать всего 19, а в последнем 20 ряду мы встречаемся и вяжем вместе. Также хочу отметить еще несколько очень важных нюансов. Первое. Мы всегда начинаем ряд с квадратика, который располагается перед белой линией. Второе. Вводим всегда новый цвет одинаковым способом, точно так же, как и делали это в третьем ряду. Таких участков в боковых частях сумки будет достаточно много. И третье. В области, где у нас заканчивается оттенок, в следующем ряду мы ликвидируем этот хвостик, эту ниточку. Мы делаем это точно так же, как и делали в третьем ряду. Здесь тоже будет несколько таких участков. И помните, что мы должны ликвидировать нить от цвета, который больше не будем использовать, и следующую ниточку, так как она нам здесь уже тоже будет не нужна.
Вяжем 20 ряд, он у нас последний, и на протяжении всего этого ряда мы будем ликвидировать ниточки, которые участвовали в формировании узора. Также следует отметить, что нам необходимо оставить одну рабочую ниточку, которая будет участвовать в формировании обвязки. Выбирайте абсолютно любой оттенок, который вам нравится. Я буду использовать тот цвет, который применяла в донышке. Я нахожу ниточку этого цвета и фиксирую на нее маркер для того, чтобы в дальнейшем ее не обрезать. Вяжем 20 ряд, вводим крючок в центр столбика, где у нас зафиксирован маркер, захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Далее у нас формируется таким же оттенком столбик без накида. Я ввожу крючок, захватываю ниточку этого цвета, вытягиваю ниточку эту, отпускаю и перехожу уже на следующие оттенки. Точно так же, как и мы поступали в предыдущих рядах. Захватываю и довязываю. Только в данном случае нам необходимо поступить так и не обрезать вот эту ниточку, потому что этот цвет у нас будет участвовать и в конце ряда. Здесь у нас провяжется первый, второй и третий столбик такого оттенка. Последний будет участвовать в конце ряда. Поэтому ниточку мы эту не обрезаем, а следуем далее. Дальше у нас располагаются два столбика такого оттенка. Мы провязываем первый столбик, а на втором мы подхватываем ниточку другого оттенка. И вот эту, которую мы сейчас связали, перекидываем вот так вперед. Подхватываем нить другого оттенка и довязываем этот столбик. Теперь нам необходимо ликвидировать эту ниточку. Мы ее обрезаем, вводим крючок за петлю и продеваем этот хвостик далее. Обрезаем еще раз покороче, оплавляем этот хвостик и прижимаем к полотну. То есть мы сейчас сделали все то же самое, что и при ликвидации ниточки, цвет которой у нас больше не участвует. Мы продолжаем формировать опять уже два столбика другого цвета. Первый мы провязываем как обычно. Второй столбик мы, не довязывая, находим тот цвет, который будет у нас участвовать в завершении этого столбика. Ниточку того цвета, который нам необходимо ликвидировать, перекидываем на лицевую сторону. Довязываем столбик. Далее мы опять обрезаем эту ниточку. Через петли пропускаем хвостик. Обрезаем ее покороче. Обрабатываем огнем и опять прижимаем к основе. Таким образом вы продолжаете вязать 20 ряд согласно схеме и ликвидировать еще и ниточки, которые больше не участвуют в вязании. Когда вы довязали до той точки, где у вас располагается ниточка, за счет которой вы будете выполнять обвязку, вы ее не обрезаете и не перекидываете на лицевую сторону, а оставляете также внутри и переключаетесь уже на новый оттенок. Довязываем последний столбик, обрезаем ниточку и закрываем этот ряд немножко другим способом. Мы полностью ниточку вытягиваем, вводим крючок между первым и вторым столбиком под верхнюю петлю за 2 ниточки, подхватываем ниточку, протягиваем полностью, и теперь необходимо ее вернуть в ту точку, откуда она вышла. Находим с изнанки дужку, это задняя стенка от столбика, и вводим крючок в центр петли, откуда вышла эта ниточка. Вот так это должно выглядеть. Подхватываем нить и полностью ее протягиваем через эти петли. Ряд полностью закрыт. Теперь остается спрятать вот эту ниточку, обрезанный хвостик, в полотно. Нам остается лишь выполнить обвязку из соединительных столбиков.
той ниточкой, которую мы оставляли для этих целей. Находим, где она у нас располагается, и с лицевой стороны сразу после верхней петли от столбика, когда мы переворачиваем, видим дужку. Это задняя стенка от столбика. И она располагается на протяжении всего этого ряда. Под нее мы за одну ниточку вводим крючок, подхватываем рабочую нить и получаем рабочую петлю. Перемещаемся в следующую такую же дужку, вводим крючок, подхватываем рабочую нить, протягиваем через основание, а затем через рабочую петлю на крючке. Теперь необходимо на петлю, которую мы сейчас провязали, зафиксировать маркер. Продолжаем вязание. Петля, которая сейчас располагается на крючке, не должна быть слишком большой и слишком затянутой. Она должна быть такого же размера, как и петли от столбиков, те, которые располагаются перед вами. Мы вводим крючок в следующую дужку, захватываем рабочую нить, протягиваем через основание, а затем через рабочую петлю на крючке. Когда вы ее вытягиваете, нужно довести до той точки, где необходимо вводить крючок. Вот таким образом. Вводим крючок под следующую дужку, захватываем рабочую нить, протягиваем через основание и через рабочую петлю на крючке. Так мы провязали очередной соединительный столбик, и все последующие соединительные столбики вяжутся по такому же принципу на протяжении всего этого ряда. Из последней дужки мы подхватываем рабочую нить, провязываем, затем обрезаем ниточку, вытягиваем полностью эту нить, находим ту точку, где фиксировали маркер, там, где формировали первую петлю, убираем маркер и вводим под эту петлю крючок, подхватываем обрезанный хвостик, протягиваем ниточку под этой петлей. И теперь необходимо вернуть нить в ту точку, откуда она вышла. Находим дужку, вводим под нее крючок, а затем в центр петли, откуда вышла эта нить. Вот так это должно у вас выглядеть. Подхватываем хвостик этот и полностью его протягиваем. Ряд полностью закрыт, и теперь остается лишь спрятать ниточку в полотно. Тщательно выполняем ВТО для того, чтобы расправить все петли, и ликвидируем перекосы в том случае, если они у вас возникли. Устанавливаем клапан, если он у вас присутствует, всю фурнитуру, а также в эту сумочку можно вшить подкладку с карманом. Все необходимые для этого мастер-классы ждут вас на моем канале в соответствующих плейлистах. И вот такая сумочка у меня получилась. Я буду очень рада увидеть ваши работы. Отмечайте меня в соцсетях. Благодарю за ваше внимание. Я надеюсь, данный мастер-класс вам понравился. Оцените данное видео, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще, как всегда, очень много интересного.